Здравия! Пришло время осадить космические ожидания и обещания мошенников в интернетах, обещающих 100, а то и 1000 иксов прибыли, если купить их волшебную монету. За обзор, естественно, заплатили владельцы монеты, баксов 50 всего. Да-да, подписчиков продают именно за такие вот копейки. Те по неопытности нагребают скамину и потом сидят в минусах, а то и продают в минус. Если у тебя десятки тысяч просмотров, можно запросто купить любой скам, сделать ролик о его сверхбудущем и нужности для человечества. Хотя, достаточно просто прочитать описание и сказать «Ух, как здорово!» и затем разгрузиться от подписчиков. Это работает. Обратите внимание, топ-блогеры так и поступают, постоянно насоветуя явную скамину, у которой график роет дно. Но она же должна каким-то чудом развернуться скоро. Держите в уме, в крипте куча схем кидалова. Даже ссылки на скидки на бирже и последующая реклама фьючерсов дает отдельные откаты от биржи. Многие недооценивают эту схему. Если увидели блогера, рассказывающего, как просто на фьючерсах и как надо круто делать, перед вами мошенник. Вернемся к токенам. В первую очередь знайте, что выпуск токена на том же эфириуме стоит пару баксов по сути. И у тебя своя монета с требуемым тебе количеством. Дальше только вопрос листинга на биржах и рекламы. 100 и более иксов возможно заработать, только зная заранее токен, который погонят вверх. Но будет ли ликвидность, чтобы его потом выкупили? Это большой вопрос. Цену можно разогнать куда угодно, просто установив лимитный ордер и выкупив все, что есть ниже. Речь может идти буквально о паре сотен баксов. Или при запуске токена сразу за 0 баксов сделать 1000 иксов. На такую монету обычно набегают хомяки, любящие покупать на хаях. Так что кто-то что-то заработает. Словить 100 и более иксов возможно только на пресейлах, для инвесторов, они же фандрайзинги. Я их для простоты фандингами в роликах называю. Но обычный нищеброд им не нужен. Им нужен желательно зарегистрированный в юрисдикции без пожизненных царьков или вообще в стране света и добра США инвестиционный фонд, у которого деньги правильно пахнут и который занесет минимум 30 тысяч долларов. А там, где жирные фонды, делать вообще нечего с такими копейками. А самый прикол тут в том, что требуется купить проектов 20-30 и скрестить пальцы, чтобы хотя бы один из них полетел и смог окупить все вложения. Итого требуется где-то 300 тысяч долларов, чтобы в это все играть. Естественно, есть площадки, не будем их упоминать в суе, на которых сделаны пресейлы для бедных. Но там есть свои приколы, такие как поддержание кармы, чтобы при раздаче у тебя был шанс получить хоть сколько-то монет. Обычно до тебя очередь не доходит, а затем надеяться, что они не заскамятся, а все же полетят. На поддержание кармы надо вбухать более 10 тысяч долларов путем удержания определенных токенов. Не исключаю вопрос везения при покупке разной скамины, но к рынку требуется относиться скептически. Можно накупить всего подряд, желательно свежих проектов, и надеяться, что повезет. Но это такое же казино, как и фьючерсы. Реальные цифры, на которые могут полететь альткоины, исходя из тяжести монеты, имея в виду капитализацию, ее возраста. Старички обычно редко повторяют свои мега-успехи. Скорее 5-10 иксов на булране. А вот новички, желательно с внятной историей прошлого цикла, способны продемонстрировать и больше. Но они, скажем так, начинаются где-то от топ-20 и ниже. Заодно и риски растут пропорционально. Обратите внимание, как все это жулье, это я как раз про твоего любимого блогера говорю, несет нереальную бредятину порой. Особенно про всякий скам типа XRP. Обещает, что он будет стоить 3000, а то и 50 тысяч. Давайте подружимся с математикой и научим их считать. Сейчас капитализация у этой монеты 24,5 миллиарда долларов. При цене 0,64 доллара. Монета выпущена на 53%, то есть это 53 миллиарда монет. Таким образом, чтобы тяжелый актив XRP достиг цены 3000 долларов, потребуется капитализация только для него одного 159 триллиона долларов. А в прошлом цикле капитализация всей крипты была в районе 3 триллионов. А в старых рынках, если правильно помню цифру, всего 70 триллионов денег крутится. По этой же причине монеты из топ-10 не смогут показать какие-то потрясающие результаты по иксам. Они скорее для тех, у кого много денег, для зарабатывания за счет объема, а не за счет диких иксов, которых не об кого потом разгрузить будет. Одним словом, осадите свои ожидания. Повезет, если словите хотя бы 50 иксов. Все остальное, скорее всего, будет в районе 10 иксов топтаться. Разумно покупать нормальные токены и гарантированно зарабатывать пусть и малые иксы, но без риска. Если уж сильно хочется поиграться в успешный успех, то на какую-то маленькую сумму. Можно понакупать разную скамину по приколу. Шанс, что она скоманется или покажет непонятный результат, в разы больше.
Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте движка Всен.ру. Ссылка есть в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег!